Дорогие друзья, я приветствую вас. С вами Дарина Юнус, и сегодня мы будем смотреть, что мешает вам построить отношения. И мы будем рассматривать данный расклад, данный разбор на невероятной колоде «Безумная луна». Она покажет абсолютно все. Она расскажет абсолютно все. Она покажет все подводные камни. Она расскажет нам все потаенные участки, да, вашего пути, вашей истории и покажет самые точные глубинные решения для вашего запроса. Я прошу сейчас вас настроиться на вопрос, почему я не могу построить отношения, почему в мою жизнь не приходит тот самый человек, с которым я могу построить отношения, что мешает мне быть той женщиной, тем человеком, да, который может построить гармоничные, классные отношения. Прям сделайте вдох-выдох, почувствуйте себя, ощутите, почувствуйте свой запрос, почувствуйте, что для вас это значит. Оу-оу-оу. Прям чувствую, будет сильным опять расклад. Окей, я настраиваюсь на вас, на каждого из вас, на каждого, кто здесь присутствует. Я работаю с полем. Отлично. Я прям чувствую, как вы хотите сильно этой любви, как это вам необходимо. Вообще прям чувствую вашу готовность. Но давайте все-таки посмотрим правде в глаза и увидим настоящие причины. И поэтому я прошу вас сейчас быть честным самим собой, честной собой и увидеть для себя, почему в вашу жизнь не приходит человек. Так, начнем. Мгм, мгм, мгм. Отлично, интересно очень. Так, ну начнем давайте вот с первых карт. Здесь я задала вопрос вообще, почему это не происходит, какая первая причина. И знаете, эта карта на данный момент у меня ощущается, как будто бы вы застряли вот в каком-то своем внутреннем состоянии, как будто бы не готовы к какой-то взрослости, какой-то, возможно, даже ответственности, которая все-таки возлагается на нас в отношениях, особенно как на женщину, ведь отношения для женщин тоже большая ответственность. Быть женщиной, которая может показывать свои чувства, эмоции, которая может отстаивать свои личные границы, которая может также, да, самостоятельно содержать себя, давать себе какие-то блага, не зависеть от мужчин. Это большая вообще работа над собой. К сожалению, нас не учили этому мамы, да, наших мам не учили наши бабушки. И поэтому быть взрослым человеком, да, вот именно быть взрослой женщиной, к которой притянется взрослый, классный, осознанный, вообще, так скажем, изобильный мужчина, это тоже большой труд. И вот как будто бы вы еще не готовы к этой взрослости. Вы прям такая вся на коне, пытаетесь сделать вид, что да, я готова, я хочу и так далее, но на самом-то деле вам страшно. Вам страшно, и вообще вы готовы защищаться от отношений. То есть есть какие-то предыстории, которые создали в вашей жизни вот этот страх. И вот сейчас прямо окажитесь там, где вы начали бояться мужчин, где вы начали бояться быть женщиной. Возможно, эта история связана с мамой, да, или с бабушкой, или вообще с чем-то, что вы видели в своем детстве, или, не знаю, в каком-то другом уже более осознанном возрасте. Где-то вы видели, что женщиной быть небезопасно. Это та история, которая не позволяет вам создавать отношения в вашей жизни. Это прям очень важно видеть. Вот. Прям как будто бы какая-то несправедливость в вашем роду или в вашей жизни, в вашей семье была. И поэтому как бы вам есть что выгода оставаться вот в этом положении такого веселья, такой некой детскости. Я сегодня так буду трактовать эту карту, так вот через поле я вижу эту информацию. Вот, поэтому очень важно, что произошло в вашей семье. Может быть, мужчины били женщин, может быть, женщин оставили без прав, без возможности голоса, без возможности о чем-то говорить. Есть прям очень сильные переживания, вот прям страх этот живет с вами, он сосет с вас силу, сосет с вас энергию. Поэтому если вы обесточены, вы прям чувствуете, что я не могу идти, проявляться, не могу пойти в сексуальность, это 100%, что вы прям зависите от страха, и с этим нужно работать. Страх нужно убирать, нужно прям идти и прорабатывать эту историю. Инструментов достаточно много. Ну, для кого-то просто медитация. Я все-таки всегда рекомендую какие-то более серьезные инструменты, как терапия, да, где вам помогут с этим разобраться. Очень важная история. Вот, и вот этот страх, он, естественно, создает эту защиту, то, что я прям в этих, да, рыцарских доспехах, я с мечом, такое прям, смотрите, активное лицо и белое лицо,
в данной колоде всегда означает о том, что я из логики смотрю на ситуацию. Я из логики смотрю на ситуацию. Также красное одеяние, да, на нашем рыцаре — это всегда про агрессию, это всегда про защиту, это всегда про власть, да. Ну, также это всегда на самом деле про возбуждение, сексуальность. Даже, возможно, вы в отношения идете с мужчиной из этой сильной стороны, из своей этой мужской такой, да, стороны. Это не означает, что вы как мужик проявляетесь, но у вас задействована ваша такая, ну, более сильная часть личности, такая мужская, защитная, и поэтому вас мужчина в принципе не может разглядеть как женщину, о которой хочется заботиться. Ведь если вы желаете быть, ну, давайте скажем, все-таки, наверное, сильной, самодостаточной, но при этом нежной, любящей, открытой, чувственной, уязвимой женщиной, если вы хотите себе, грубо говоря, классного, крутого мужчину, который действительно будет выполнять роль мужчины в отношениях, то вы, скорее всего, стремитесь к этому. К тому, чтобы быть собой. Я не хочу на вас навешивать ярлыков, все-таки вы хотите быть собой. Чувственной, нежной, классной, где-то сильной, где-то злой, вообще любой. Но нету позволения вот этих страхов, есть вот защита, то есть одной стороной только проявляйтесь. Конечно, такую часть вас придет только какой-нибудь, ну, незрелый мужчина или какой-нибудь абьюзер, и отношения не получатся. Вот это вот предыстория, почему так происходит. На данный момент вы активно прям работаете, вы пашете, вы занимаетесь, вы озадачены, у вас очень много мыслей в голове. Это вот то, что происходит в вашей голове. Вы прям пытаетесь быть, казаться, то есть очень мало чувств в вашей жизни сейчас. Вы прям пытаетесь казаться, вы живете через логику, вы не открываете свое сердце. И это самая большая проблема. Ведь когда у женщины закрыто сердце, она перестает излучать эту энергетику, она перестает излучать саму себя, она закрывает вообще от мира, от мужчин, от всего саму себя такую, какая она есть. Как вы думаете, вот прям ответьте себе сейчас в голове, на фальшивую личность, на защиту вы привлечете кого? Вы такого же фальшивого, защищающего мужчину и притянете. Вот вы играете вот в этом, прям в этот театр. Я хочу уточнить вообще эту карту, да, что эта карта означает. Все-таки ее с разных сторон, конечно, можно трактовать, и чтобы было более точно, давайте посмотрим. Так, я достаю. Ну, играете вы театр, как будто бы все хорошо, играете в свою жизнь, стараетесь как-то вот казаться, кем-то быть. Также вот вы с мужчинами играете в игры, то есть вы нечестны. Нету честности в отношениях, нету честности, нету какой-то искренности между вами и мужчинами, постоянно какие-то игры. Ну, то есть такая все-таки детская позиция. Нету пока возможности пойти в искренность, в уязвимость, в эту взрослость. Ведь именно только взрослый человек может справиться со своими чувствами, эмоциями, ощущениями, а ребенок, он не может. Ребенку нужен взрослый, который будет помогать справляться с чувствами. И мы, к сожалению, все, большинство застреваем в детстве, и нам необходимо в этой жизни научиться быть взрослым человеком, который, да, осознает и чувствует свои чувства. Главное, чувствует свои чувства, осознает свои чувства, понимает свои чувства, берет ответственность за свои чувства, да, и знает, что делать с чувствами. Он может говорить о своих чувствах, он знает свои границы. Вот, это карта к тому, что вот внутри вас происходит вот это. Ну, вам хреново, вам плохо, вы боитесь взаимоотношений. А какие у вас опыты отношений были? Давайте посмотрим. Как будто бы, знаете, много нелепости в отношениях, вы не знали, что с ними делать, как будто бы какая-то отстраненность в отношениях, то есть либо очень болезненные опыты были, либо вот вы не знали, как в них окунуться, ну, травмирующие, конечно, опыты, то есть очень много кармических партнеров. Вот ваш последний мужчина, с которым вы расстались, конечно, скорее всего, очень кармический партнер, он прям по судьбе вам дан, и он прям давил вашу силу, вашу агрессию, вашу энергию, вашу сексуальность, он не давал вам быть собой, да, естественно, эта история повторяется, то, что страх мужчин, который мы рассмотрели вот в прошлом, так немножечко подвинем, вот он здесь вот сильно отыгрывается, он сильно здесь отыгрывается. Вот, по судьбе, конечно, дан вам. Не думаю, что между вами какие-то отношения, взаимоотношения вообще в принципе возможны. Там прям сильная борьба, вы даже до сих пор о нем думаете. И вот тоже вопрос, как вы хотите, чтобы в вашу жизнь пришел классный, осознанный вообще мужчина, если вы до сих пор зациклены на бывшем, ну или он в ваших воспоминаниях, вы подсознательно на него еще обижены, если он вызывает какие-то все-таки реакции, это 100% вы не до конца отпустили эти взаимоотношения, и вот внутри происходит конфликт. Вроде скучаю, вроде понимаю, что он балбес, это не мое. Ну, такая вот история. Вот вы находитесь сейчас вот в таком состоянии,
Грустная история. Вот, давайте прям переведем дух. Прям очень много информации идет. Я стараюсь все по полочкам разложить. Больно, очень много боли. Если вот вам прям сейчас стало больно от понимания и правды того, что происходит с вами, я прошу вас, прям выдохните, позвольте себе прожить эти чувства, поделитесь ими, да, можно мне с этим написать всегда в мои соцсети, в мой Телеграм, Инстаграм, да. И вот сейчас вы находитесь в этом состоянии страха. Страшно вообще в мир выходить, страшно проявляться. Вот, нету сил, нету энергии. Ваша внутренняя, так скажем, рыбка, вот эта интуиция, связь с собой, вы не в контакте с ней. Надо восстанавливать, надо восстанавливать. Что делать с этим? Давайте смотреть, как вообще помочь самой себе. Как помочь самой себе? Настройтесь на этот вопрос прям всем сердцем. Заходите помочь себе. Посмотрим, как это можно сделать. Угу, отлично. Молодцы. Чувствую, что вы это прям делаете. Вместе со мной проводим большую работу. Интересная карта на самом деле. Прям давайте доложим к ней. Угу, вижу. Это все уберем. Не мешало нам. Перемешаем. Что с этим состоянием делать? Ну, во-первых, вообще необходимо увидеть, что вы цена, вы очень ценная, да, вы цена жизни, вы цены Богу, вы цены судьбе, Вселенной, поэтому вы видите сейчас этот расклад, вы видите этот расклад, и с вами говорят, вам хотят помочь. Важно вообще начать понимать, что я так жить больше не хочу, я так больше не хочу жить, я хочу по-другому. И отказаться от этого опыта, прям принять решение, что как бы мне не было, чтобы не чувствовала, я готова с этим разбираться. Ведь самое главное — это не просто смотреть расклады, а идти и разбираться своей жизнью. Так, хорошо, давайте уточнение этой карты, о чем это. Ну, знаете, очень важно, наверное, все-таки довериться. Вы прям не доверяете миру, вы не доверяете судьбе, вы прям максимально, да, закрытая верховная жрица. У вас внутри много знаний, информации, ощущений, но вы на шахматном поле. И вы боитесь неверно сделать шаг, ведь боитесь снова получить боль. И ваши крылья, посмотрите, это просто металл. Вы в металле, вы не можете быть собой. И вот необходимо довериться судьбе, позволить себе побыть вот таким персонажем, да, который скажет: хорошо, дайте мне понять, дай мне вообще колесо фортуны, дай мне судьба увидеть, что для меня сейчас нужно. И судьба вам подкинет возможность. Вот сейчас вы смотрите этот расклад, это уже возможность на самом деле, это уже с вами происходит сейчас. Прям почувствуйте, что прямо сейчас с вами происходит переход на новый уровень. Прям сделайте вдох, выдох и примите это. Окей, довериться судьбе, да, вот очень важно отказаться от прошлого, принять решение, довериться судьбе, ну, хоть как-то открыться немножечко, позволить себе. Мгм. Перестаньте себя наказывать, вот перестаньте себя наказывать, вы себя наказываете, вот вы прям вот как вот этот персонаж, да, на этой семерке. Как на этой семерке вы прям себя наказываете, вы над собой издеваетесь, фокусы проигрываете всякие. Ну, прям страшная очень сильно карта в данном контексте, в данном раскладе, потому что прям происходит сильное самоедство. Очень себя сильно наказываете. Перестаньте это делать. Как только вы перестанете это делать, вы сможете наконец-то пройти свое сердце. Да, там много боли, там очень много сильных переживаний, но вам необходимо, конечно, прям пройти в эту боль. Это прям будет судьбоносная история, которая с вами произойдет. То есть, вот. Что дальше будет? Мгм. Дальше станет легче. Дальше прям станет вам легче, и внутри вас наконец-то появится любовь, ощущение спокойствия, ну, то есть какие-то благоприятные состояния, из которых вы уже будете больше соединены с собой. Вот, и тогда в вашу жизнь начнет приходить мужчина, либо мужчины. За вами начнутся ухаживания, то есть уже придут другие мужчины, ресурсные, более взрослые, интересные. Прям будет намного интереснее жить, и наконец-то в вашу жизнь начнут притягиваться достойные люди. Это будет потрясающе.
Да, тот, кто работает, тот, кто создает свою жизнь. И вот здесь очень важно, да, перед тем, как придет этот мужчина, позволить себе быть вот этой чувственной, невероятной, манящей женщиной, которая открыта, которая смотрит свои чувства, которая готова свой кубок чувств протянуть к мужчине. Вот, и на дне колоды у нас с вами. Да, вот такая вот прекрасная шестерка жезлов, которая говорит о том, что вы можете выйти победителем. То, что будет совсем уже все по-другому. Интересно. Ну, конечно, здесь стоит большая вообще работа. Прям много-много придется вот прям входить в себя. Ну, вот здесь мы видим это животное, полурыбу какую-то. Не хочу сказать, что здесь нужно бороться. Здесь нужно как бы найти в себе силу, пойти туда внутрь и посмотреть, что со мной там происходит. То есть познакомиться с собой, со своим телом и с тем, что происходит внутри него заново. Это прям обязательная история, которую необходимо проделать для того, чтобы в вашей жизни появились отношения. То есть сначала мы строим отношения с собой, потом в нашу жизнь приходят отношения. Так, сейчас еще пару карт вытяну. На завершение, да, рекомендации. Посмотрим, что нам еще говорят высшие силы, что нам говорит поле, пространство. Рекомендация для вас. Принимайте. Мгм. Мгм. Рекомендации для вас. Отлично. Первая рекомендация. Да, необходимо прям вернуть свою самоценность, вернуть свое ощущение уверенности, яркости, способности. Возможно, прям в прямом смысле необходимо начать наряжаться, красиво одеваться, одеваться так, как вы себя чувствуете внутри, то есть проявить свое нутро, проявить себя через вас, через ваш образ, через ваши проявления, через ваши манеры, себя такую, какую вы себя чувствуете внутри. Прям пропишите себя, какая я внутри, какая на самом деле, когда мне не нужно защищаться, когда, например, да, у меня есть все. Если бы там, не знаю, у меня были бы деньги, отношения, всего столько, сколько мне необходимо, какая бы я была. Прям пропишите себе эти качества и начните их проявлять. Найдите способ для того, чтобы это проявлять. И это прям то, что вам необходимо. Вторая карта, королева Пентаклей. Ну, вообще, карту можно трактовать по-разному. Наверное, все-таки это выйти из роли вот этой вечно заботливой матери, опекунши над всеми, над своими друзьями, детьми, если у вас есть детки, над мужем, если все-таки, да, у вас есть муж, но у вас нету все-таки отношений, потому что, как мы все понимаем, брак не равно отношениям, в которых есть любовь. Откажитесь от роли заботливой матери, не знаю, о своих родителях, своих детях. В том смысле, что необходимо оказаться от гиперопеки. То есть вы прям в этой роли, в этой матери, у вас кипит вообще котел, как видите, да, очень много мыслей, вообще очень много брони. И, конечно, необходимо от этого избавиться, снизить градус, так скажем, и больше жить для себя любимой, молодой, классной, красивой и очень-очень притягательный. Вот. Это можно сделать, если мы, конечно, перестаем обо всех заботиться, перестаем всех спасать и начинаем жить для себя, становимся эгоистками. Это то, что необходимо прожить каждой женщине в этой жизни. Вот. Наверное, на этом я хочу завершить. Вот. Это все, что Поле хотела вам передать. Я благодарю вас за просмотр данного расклада, и я прошу вас подписываться на мои соцсети, оставлять свои лайки, комментарии, как энергообмен, для того, чтобы забрать себе всю сегодняшнюю трансформацию, которую вы здесь получили. С вами была Дарина Юнос, и до встречи!